Здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как плести шнуры вот на таком приспособлении. Есть еще механические, называются мельницы. Там вместо штырьков иглы, как в вязальных машинах. Вот я связала образцы шнуров. Значит, вот этот первый шнур плела на 4 штырьках и нить прокладывала по внешнему кругу. Он такой более плотный. Этот более рыхлый, тоже на 4 штырьках вязала, только по внутреннему кругу. Этот вязала на 2. А этот плела на 3 с добавлением бисера. Бисер мелкий, можно использовать бусины, но с таким условием, чтобы они могли пройти вот в это нижнее отверстие. Значит, берем иголку. Продергиваем нить и иглу опускаем внутрь приспособления. И сюда нужен грузик. Можно придерживать и вытягивать, а можно груз привязать. Я взяла рулетку. Вот, рулетку закрепляю. Для чего нужны эти шнуры? Шнуры можно использовать, когда вы вяжете пинетки, и там нужна шнуровка. А также, чтобы изготовить длинный шнур и из него что-то связать. Вот в магазинах продаются уже пряжа готовая, шнуровидная, а это вы можете сплести сами шнур. Итак, с чего начинаем? Начинаем, обматываем 1 штырек, 2, 3, 4. Обмотали. И дальше нить пропускаем поверху. Затем берем крючок или спицу, кому как удобно будет. И вытаскиваем ниже лежащую петлю. И закидываем ее наверх, на штырек. Вот ниже лежащую петлю и закидываем наверх. Груз у нас вытягивает вязание, плетение. И так вяжем по кругу. Такую длину шнура, который нам необходим. У нас на штырьке должна всегда находиться 1 петля. Вот нитку проложили. И петлю нижнюю вытягиваем и набрасываем на штырек. Нить положили. Так, видно? И нижнюю петлю набрасываем. Итак, это приспособление крутим. Сейчас мы... с вами немного провяжем.
а груз вытягивает шнур вниз. Всегда на штырьке должна быть одна петля. Вот, связали мы, сплели шнур. Можно, конечно, обходиться без груза. Просто несколько рядов, допустим, сделать, а потом подтянуть. Делаем несколько рядов. А потом просто низ подтягиваем, чтобы он там внутри не скапливался. Теперь мы что делаем? Обрезаем нитку. Когда свяжем шнур такой длины, которая нам нужна, обрезаем нитку. И вот эти петли снимаем со штырьков и закрепляем крючком. И все, шнурок готов. Такие шнурки можно вязать из цветной пряжи. Вот много остатков остается у вязальщиц. Поэтому вяжите одной ниткой, соединили другую, продолжаете вязать, и у вас получится меланжевый шнур. А потом уже из него можно вязать шарф. Он будет очень такой объемный, симпатичный. Так, и теперь хочу показать. Вот я нанизала несколько бисерин. Покажу, как вязать с бусами. Ну, бус у меня нету, только бисер. На 3 петлях, на 3 штырьках. Опускаем, опять же, иголку вниз. Придерживаем нитку для начала или грузик вешаем. И обматываем 1, 2 и 3. Подгоняем бисерину. И дальше обматываем. Так, и первые петли, видно, да? Набрасываем, ниточку внизу подтягиваем, нижнюю петлю набрасываем, нитку подтянули. Набросили и подтянули. Теперь у нас опять вот треугольник идет и нижнее основание. Здесь должна быть бусина или бисерина. Можно часто их не ставить, а допустим поставить в следующем ряду. То есть еще один ряд мы
прогоняем без бисера. А вот теперь уже ставим ее сюда. И опять набрасываем. Набрасываем. Так, этот ряд мы будем вязать без бисера. А сюда опять прогоняем. И за хвостик периодически подтягиваем. Вот. И опять без бисера. Ну, тут дело хозяйское. Можно в каждом ряду его провязывать. Вот как я здесь сделала. В каждом ряду. Ну, а можно чуть пореже. Сейчас посмотрим, что там у нас как получилось. Ну, вот, если, конечно, бисерины крупные, бусины, то будет хорошо смотреться и в таком разбросе. Ну вот, короче, свяжете вы любой шнур, вот, как я уже говорила, можно и на двух петлях, на двух штырьках вязать. Получится вот такой рыхлый и не такой он толстый, как эти. И уже из этого шнура вязать изделие. И очень даже хорошо будет смотреться из остатков ниток разные связать, сплести. Ну вот и все. Спасибо вам за внимание и всего вам доброго.